Вы в одном шаге от своего чуда. Послушайте, это не совпадение, это не воображение. Это шестый звонок вашему сердцу, и это происходит после 5 молчаливых попыток, которые ты предпочитаешь игнорировать. Ты притворялась сильной, ты прятала слезы за натянутыми улыбками, ты шептала в темноте, что, возможно, я, твой Бог, забыл тебя. Но выслушай меня сейчас ясно. Это последнее предупреждение перед дверь меняется навсегда. Оставайтесь со мной до конца этого сообщения, потому что в нем заключен секрет вы ждали, ключ который откроет ваше наследование изобилия. Не отворачивайтесь, ведь если вы уйдете сейчас, вы можете никогда больше не войти в этот момент изобилия к судьба. Я вижу дыхание несправедливости, это тяготит тебя. Долги, которые душат тебя, нарушенные обещания мужчин, которые разрушили твою веру, предательство, которое оставило настолько глубокие шрамы, что даже ваша молитва звучит как эхо в пустой комнате. Ты улыбаешься миру, но я, твой вечный завет-хранитель, посмотри на трещины под маской. Ты носишь стыд, как плащ, ты борешься с гневом молча, ты задаешься вопросом, благословение было для всех остальных, но не для тебя. И все же, я говорю тебе, боль, которую ты чувствуешь, не случайно, и буря, через которую ты проходишь, не бессмысленно. Это поле битвы, где величайший урожай вашей жизни вот-вот проявится. Не позволяй врагу обмануть тебя. Не верь лжи о том, что твои страдания вечны. Эта сокрушительная тяжесть не должна тебя похоронить, она должна разбить скорлупу, чтобы семибогатство, семяизбыток, наконец-то может подняться. Я стучусь в дверь вашего духа снова и снова, предлагая священно обещать, шепча одну и ту же вечную истину. Ты избран, ты отмечен для трансформации, тебе уготовано нечто большее, чем пустое выживание. И вот я стучу в 6-й раз, громче, сильнее, неоспоримо. Если ты проигнорируешь этот зов, наступившая тишина все изменит. Теперь ты в Доме Божьем. Итак, слушайте внимательно. Оставайтесь до конца. Не уходите, потому что прежде чем это сообщение закончится, я открою вам скрытый ключ, который открывает дверь, ты умолял меня открыться. Это момент, когда ты, веровы, должны подняться над своим страхом. Пришло время чуда, вы думали, что никогда не прибудете. Смотрите с открытым взглядом, сердца, для благословения же началось. Вы ведь чувствовали это, не так ли? Укол повторяющихся неудач, холод от очередной двери, которая закрылась именно тогда, когда вы думали, что она наконец откроется. Ночи, когда ваши молитвы были облиты слезами, ваше сердце терзаемо вопросом: «Почему я, Боже? Почему снова?» И все же ты не осознавал, что каждый цикл потерь, каждый момент пустоты не был случайным. Это было предупреждение, я дал тебе 3 четких сигнала, 3 безошибочных звонки. В ночи, полные слез, когда сон покидал тебя, я шептал твоему духу, говоря тебе вернуться, довериться моему обещать. В тех выборах, которых ты избегал, в решениях, которые ты откладывал, в возможностях, которые ты упускал, я пытался спасти тебя. И в этих неожиданных разговорах, когда кто-то произносил слова, пронзившие твою душу, слова, которые ты отмахивался как от совпадения, это был я, снова обращавшийся к тебе. Но каждый раз ты игнорировал ключ, я продлил, и вот следствие развернулось, закрыта двери, повторяющиеся циклы, невыполненные обещания, то, что вы считали невезением, не было случайностью, это была цена затягивания вашего собственного судьба. Оглянитесь на свою жизнь. Сколько раз повторялся один и тот же шаблон? Вы зарабатываете деньги, но они исчезают прежде, чем вы успеваете вздохнуть. Вы начинаете что-то, но оно рушится, не успев укорениться. Вы любите, но предательство находит вас снова и снова. Это не случайности. Это признаки того, что враг заковал вас в цепи, урожай, что благословение было отложено не потому, что я, ваш Бог, утаил его,
но потому, что ты заглушил мой призыв. Разве ты не видишь? Бедность – это не просто отсутствие денег, это наличие циклов, духа нужды, душит тебя квера. Несчастье – это не только пролитые вами слезы, это безнадежность, которая шепчет вам в сердце «ничто никогда не изменится». Но я говорю вам сейчас, все может измениться, если только вы услышите меня на этот раз. Ты плакал на деньги, но деньги никогда не были корнем. Вы думали, что решение – больше богатства, больше труда, больше усилий, но каждый раз, когда вы пытались работать усерднее, дверь закрылись быстрее. Почему? Потому что я учил тебя, что усилия без послушания ведут к истощению. Ты принял мои задержки за отказ, но каждой закрытой дверь я защищал тебя от попадания в ловушки, которые ты не мог видеть. И все же твой отказ ответить на мои предыдущие призывы заковал тебя в циклы, которые тебе не суждено было выдержать. Когда я послал первое предупреждение в ночи слез, это была моя попытка исцелить тебя, сердца, прежде чем оно затвердело. Когда я послал второе предупреждение через избегание выбора, это была моя попытка скорректировать ваши шаги, прежде чем вы потратите еще больше лет. А когда я послал третье предупреждение через неожиданные разговоры, это была моя попытка говорить с вами устами другого человека, чтобы вы не могли отвергнуть мой голос. Каждый проигнорированный звонок был пропущенным ключ, упущенный шанс трансформация. Но теперь, дитя, я должен спросить тебя, сколько еще лет ты будешь позволять несчастью быть твоим спутником? Сколько еще ночей ты будешь позволять бедности диктовать твою судьбу? Разве ты не устал жить от зарплаты до зарплаты, видеть, как твой урожай, украденное прежде, чем оно попало к вам на стол? Разве вы не чувствовали разочарования от невыполненных обещаний, словно гонялись за миражом, который исчезает по мере приближения? Это не та жизнь, которую я написал в моей вечной заветы с тобой. Такую жизнь враг предложил в обмен на твои колебания. И правда, с которой тебе предстоит столкнуться, такова: каждый раз, когда ты медлил, каждый раз, когда ты сомневался, каждый раз, когда ты говорил «завтра» вместо «сейчас», ты давал силу той самой буре, которую молил, чтобы я успокоил. Бедность – это не просто цифры на вашем банковском счете. Бедность прежде всего духовная, а уже потом финансовая. Бедность – это когда ваше сердце принял меньше, чем то изобилие, которое я для тебя создал. Бедность – это когда твой вера уменьшился до размеров твоих страхов. Бедность – это когда ты называешь отсутствие возможностей нормой. Но я говорю тебе, ненормально, что мой избранный сосуд живет в нужде. Ненормально, что сын царя живет как нищий. Ненормально, что тот, кто несет мое обещать мое наследство, быть рабом долгов. Бедность – вор, а несчастье – ее тень. И пока ты не разоблачишь их, пока ты наконец не скажешь «хватит», они будут продолжать кружить в твоей жизни. Но вот в чем божественный секрет: цикл может разорваться. Цепь может оборваться. Замкнутый дверь-мажет распахнуться силой, которую никто не сможет закрыть. Ты не проклят безвозвратно. Ты не забыт. Ты не брошен. Ты просто стоишь на пороге момента, когда колебаниям придет конец и начнется повиновение. Ибо я видел твою борьбу. Я видел, как ты отдаешь, служишь, борешься, выживаешь, но выживание никогда не было моим обещать. Мой обещать был избыток, богатство, наследство, жизнь, где ваш молитва не только прокормит вашу семью, но и перельется в другие народы. И все же вы все еще колеблетесь. Вы спрашиваете, как мне это сломать? Слушайте внимательно, все начинается с признания того, что несчастье не ваша судьба. Все начинается с открытия своего сердца и признаваясь, что от чуда невозможно достичь цели, пока вы не отбросите оправдания.
Вы должны выбрать доверие, веру, действие и упорство, даже если вы пока не видите урожай. Вот почему я повелеваю тебе сейчас не как предложение, а как завет остаться до конца этого послания. Ибо в конце я открою тебе точный ключ, о чем дверь, что до сих пор было скрыто от ваших глаз. Но сейчас я прошу вас сделать что-то простое, что-то символичное. Если вы чувствуете, как это слово пробуждается в вас, сердце, если вы знаете, что эти циклы бедности и несчастья описывают вас, тогда сделайте шаг веры. Поставьте лайк этому видео прямо сейчас. Не отбрасывайте это как случайную просьбу, это пророческий акт. Нажимая эту кнопку, вы говорите в невидимом мире: «Я согласен, я принимаю, я присоединяюсь». Вы заявляете, что не проигнорируете этот шестой призыв, как проигнорировали предыдущие. Вы свидетельствуете, что выбираете изобилие вместо страданий, благословения над проклятием, трансформация циклов. Этот небольшой шаг послушания открывает путь к более значительным шагам судьбы. Не обманывайтесь, каждый цикл, который вы разрываете, начинается с решения. Каждая разрушенная цепь начинается с момента капитуляции. Оставаясь до конца, ставя лайк этому посланию, вы готовите себя к сверхъестественному изменению, которое я уготовил. Это ваш момент. Не откладывайте снова. Не повторяйте вчерашнюю ошибку. Ибо то, что последует дальше, не просто совет, а откровение о том, как мой народ в Писании освободился от нищеты и обрел богатство. Оставайтесь. Слушайте. Откройте свое сердце. Для секрета вашего наследования вот-вот будет раскрыто. Вы помните историю вдовы в 2 Короля 4? Она пришла к пророку Елисею, дрожащая, сломленная, задыхающаяся от долгов. Ее муж умер, силы ее иссякли, а кредиторы уже стояли у дверей, угрожая забрать ее детей в рабство. Можете ли вы представить ее страх? Ее дом наполнился не смехом, а отголосками отчаяния. Ее сердце она была поглощена вопросами: «Как я сюда попала? Почему моя жизнь – сплошные потери и страдания?» Но затем человек Божий задал ей вопрос, который изменил все: «Что у тебя есть в доме?» Она ответила: «Ничего, кроме кувшина масла». Ничего, кроме. Это «кроме» была ключ. Эта маленькая баночка, этот маленький осколок стал дверью к ее величайшему чуду масла, которое должно было иссякнуть, продолжало литься, наполняя сосуд за сосудом, пока женщина, утопающая в нищете, не стала свидетельством избыток. «Видишь, дитя?» У нее был выбор. Она могла сказать: «Слишком поздно. Завтра я изменюсь. Может быть, я найду другой путь». Но если бы она замешкалась, если бы она промедлила еще один день, враг пожрал бы ее семью. Вместо этого она повиновалась в тот момент, она действовала, когда прозвучал призыв, и ее послушание открыло благословение. Я напоминаю вам сейчас: я тот же самый Бог, который умножил ее масло, и я тот же Бог, говорящий с твоим духом сегодня. Но вот истина, которая проникает глубже, чем ты, возможно, хочешь услышать: не каждая возможность возвращается. Некоторые двери не открывайте дважды. Некоторые сосуды предлагаются только один раз, некоторые урожай доступны только в сезон веры, и когда момент проходит, он не возвращается. Я никого не принуждаю. Я не тиран, но я отец, который предупреждает. Я стучу, я зову, я шепчу. На врагованце, когда ваше сердце колеблется. Он использует оправдание как цепи: «Я изменюсь завтра». «Я вернусь однажды». «Я исправлю это, когда у меня будет больше времени». Разве вы не понимаете? Завтра никогда не наступает для тех, кто живет в отсрочке. Однажды превращается в никакого дня.
И пока вы откладываете, пока вы оправдываетесь, враг не спит, он наступает. Он крадет ваше наследование, пожирает твой урожай, затягивая петлю нищеты и страданий на шее вашей семьи. И на кону не только деньги, не только богатство, а не только комфорт. Сейчас на кону твоя душа, твоя семья, твоя вечная судьба. Я спрашиваю вас, сколько раз вы говорили «я изменюсь завтра», но завтра выглядело точно так же, как вчера? Сколько раз вы обещали себе, что выйдете в свет, вера, но вместо этого вы повторяли цикл оправданий? Сколько раз вы слышали мой призыв, но позволяли шуму этого мира заглушить его? Это война, которую вы ведете не только против времени, но и против пустоты, застоя, потери цели. Война духовная, а не финансовая. Нищета, которую вы видите в своем кошельке, началась с нищеты, которую вы терпели в своей сердце. Страдание, которое вы чувствуете в своем теле, началось с того, что вы допустили страдание в своем теле дух. И пока вы не подниметесь и не начнете действовать, пока вы не скажете «сейчас самое время», вы будете жить так, как жила вдова до того, как пролила масло, в страхе, опустошенная и окруженная угрозами. Хотите узнать, почему так много людей никогда не видят своих чуда? Это не потому, что я, твой Бог, отказались благословить их. Это потому, что они откладывали до тех пор, пока дверани проигнорировали зов, пока их не поглотила тишина. Они думали, что у них есть время, но время вор, когда ты не бодрствуешь. Я видел это снова и снова. Мужчины, которые говорили «я сдамся позже», но позже так и не пришли. Женщины, которые говорили «я прощу однажды», но этот день так и не наступил. Семьи, которые говорили «мы доверимся Богу, когда все наладится», но из-за того, что они ждали, все так и не наладилось. И трагедия в том, что они потеряли свой урожай не потому, что семья отсутствовал, но из-за их задержки погибло обещать прежде, чем оно успело проявиться. Итак, позвольте мне спросить вас снова, и пусть мои слова пронзят вас глубже, чем просто поверхностное утешение. Сколько еще предупреждений вы ожидаете от меня? У вас были ночи слез, это было первое предупреждение. У вас были уклонения от выбора, это было второе. У вас были неожиданные разговоры, это было третье. Каждый был «спасать», попытка пробудить твой дух. И вот ты здесь слышишь шестой звонок, последний стук перед тем, как все изменится. Повторишь ли ты то же самое оправдание? Прошепчешь ли снова «завтра»? Или поднимешься сейчас, как вдова, и покоришься, прежде чем кредиторы сожрут то, что ты любишь больше всего? Посмотрите на свою жизнь. Посмотрите на двери, которые продолжают закрываться, обещания остаются невыполненными, циклы продолжают вращаться. Вы действительно думаете, что все это совпадение? Или вы признаете правду? Нерешительность стоила вам лет, лишила возможностей, лишила покоя. Если бы вдова замешкалась, ее сыновья стали бы рабами. Если бы она проигнорировала наставление Елисея, ее масло осталось бы всего лишь кувшином, ничем иным. И если вы проигнорируете этот голос сегодня, если вы оправдаете себя очередным «когда-нибудь», враг не будет ждать. Он уже кружит, уже сжимается, уже строит козни. Война ведется не против плоти и крови, а против пустоты и застоя, которые наползают, когда твой сердце нерешителен. Но вот надежда, чудо все еще ждет. Масло все еще в твоем доме, как ключ все еще в пределах досягаемости, ведь обещать не умерло, оно лишь отсрочено. И если ты сделаешь выбор сейчас, и если ты начнешь действовать сейчас, и если ты перестанешь ждать будущего, которое никогда не наступит, то я сделаю для тебя то же, что и для вдовы. Я умножу то, что кажется слишком малым. Я превращу ничто в твоем доме в изобилие, которое переполняет тебя. Я превращу проклятие бедности в свидетельство богатства. Но вы должны действовать.
Вы должны верить. Вы должны отказаться от своих оправданий и принять завет я предлагал снова и снова. Так что позволь мне пронзить твое сердце с последним вопросом. Сколько еще ночей ты будешь плакать, прежде чем довериться мне? Сколько еще нарушенных обещаний ты выдержишь, прежде чем сдашься? Сколько еще раз ты будешь смотреть «Враг крадешь» у своей семьи, шепча «Однажды я изменюсь»? Не позволяй лжи промедления снова ограбить тебя. Не отдавай завтра то, что принадлежит сегодня. Речь идет не только о деньгах, речь идет о твоем судьбе, наследии твоих детей, твоя вечная душа. Выбирай сейчас, ради дверь не останется открытым вечно. Оставайтесь со мной до конца этого послания, потому что прежде чем мы закончим, я покажу вам, что именно вам нужно сделать, чтобы разорвать этот порочный круг, подобно тому, как разорвала его вдова. Но прямо сейчас позвольте этой истине отозваться в вашем духе. Война ведется не со временем, а с пустотой. И враг наступает. Останетесь ли вы на месте или подниметесь? Послание ясно, дитя. Перемены не придут по воле случая и не придут по волшебству. Они не свалятся тебе в руки случайно и не появятся внезапно, потому что ты молча пожелал их. Настоящие перемены происходят только через веру и действие. Я, твой Бог, уже протянул к тебе руку, точка благословения уже написана, завет уже запечатан, обещать уже сказано о вашей жизни. Но выбор остается за вами. Только те, кто осмеливается верить, только те, кто действует в послушании, только те, кто преодолевает сомнения, войдут в наследие избыток готовы к ним. Вы должны услышать эту истину. Завтрашний день не гарантирован. С каждым днем промедления бремя игнорирования этого призыва становится все тяжелее, и враг становится смелее в краже вашего урожая. Не обманывайтесь. Ошибка не в неудаче, неудача – часть пути. Ошибка в отказе от попыток. Трагедия не в падении, а в решении никогда больше не подниматься. Я вижу, как вы прокручиваете в голове разочарование прошлого, убеждая себя, что стагнация безопаснее риска. Но разве вы не видите? Стагнация – величайшая тюрьма врага. Несчастье строится не на неудаче, а на нерешительности. Вдова из этой истории могла бы спрятать масло, извиниться и сказать «я налью завтра». Но ее послушание в тот момент породило ее чудо. И поэтому я спрашиваю вас сейчас, будете ли вы продолжать извиняться или же начнете действовать в этот священный момент? Подумайте над этой моральной дилеммой. Будете ли вы жить, прикованные к духу бедности, или будете бороться за богатство вашего судьба? Позволите ли вы страху диктовать ваш выбор, или вы позволите вере разожгите свою смелость? Удовлетворитесь ли вы тенями, почти, или выйдете на свет, наконец? Я заявляю вам авторитетно, это не просто выбор между комфортом и дискомфортом, но выбор между жизнью и смертью, между пустотой и изобилием, между наследственным рабством и наследственными наследованиями. Не относитесь к этому легкомысленно. То, что вы сейчас решите, касается не только вас, это касается ваших детей, вашей семьи, наследия, которое будет носить ваше имя еще долго после вашей смерти. Естекрицечто мало кто действительно понимает, и я открываю это вам сейчас, я не поощряю пассивность. Я поощряю движение. Я поощрю веру, который делает шаг, пусть даже дрожа. Семя, которое остается непосаженным, никогда не дает урожая. Урожай. Сосуд, который остается пустым, никогда не переполняется. Дверто, что остается нераскрытым, никогда не приводит к изобилию. Ты все ждешь, что я начну действовать, но разве ты не видишь? Я жду, когда ты начнешь действовать. Я уже сказал обещать, я слежу за вашим послушанием. И вот в чем заключается контрастная правда. Борьба добра со злом – это не какое-то далекое поле битвы, это происходит в вашем сердце прямо сейчас.
Бедность и богатство – это не просто условия мира, это условия духа. Бедность шепчет: подожди, отложи, завтра. Богатство заявляет: сейчас, действуй, сегодня. Бедность говорит: ты не можешь. Изобилие отвечает: с Богом я смогу. Зло заковывает вас в цепи оправданий, а добро открывает дверь к мужеству, самопожертвованию и победе. Вы должны решить, какому голосу вы подчинитесь. Позвольте мне спросить вас, возлюбленные, вы устали от повторения одного и того же года снова и снова, как будто ваша жизнь застряла в замкнутом круге? Вы устали молиться, но не получать, работать, но не собирать урожай, верить, но не видеть? Тогда вам нужно взглянуть правде в глаза. Цикл не разорвется, пока вы сами его не разорвете. Вы не можете продолжать жить по тем же шаблонам и ожидать иного результата. Вы не можете цепляться за оправдание и надеяться на пожинание. Плодов к избыток. Ты не можешь жить наполовину в вере, наполовину в страхе и ожидать, что испытаешь полноту моего благословения. Не трансформация то, что вы ищете, начинается, когда вы признаете, что перемены неприятны. Вас попросят отпустить то, что безопасно, отпустить то, что знакомо, довериться мне, когда ваши глаза еще не видят урожай. Думаете ли вы, что Авраам чувствовал себя в безопасности, когда я сказал ему оставить свою землю, свою семью, свой комфорт и отправиться в место, которое я ему укажу? Нет. Но его послушание открыло дверь к завету вечного наследования. Думаете ли вы, что Питер чувствовал себя в безопасности, когда я призвал его выйти из лодки и пойти по воде? Нет. Но его вера в тот момент позволила ему испытать сверхъестественное. И теперь я спрашиваю вас, подниметесь ли вы из лодки застоя? Оставите ли вы позади страну оправданий? Или останетесь там, где находитесь, в безопасности, но безжизненно, надежно, но бесцельно? Дитя, услышь меня. Я не желаю твоих страданий. Мне не доставляют удовольствия твои несчастья. Я никогда не планировал, чтобы ты жила, раздавленная долгами, порабощенная страхом, связанная циклами. Мой план всегда заключался в том, чтобы дать тебе будущее и надежду, чтобы ты процветала, чтобы ты стала сосудом моего славы и богатства. Но вот тайна моего царства, она требует сотрудничества. Я протягиваю руку, но ты должен ее принять. Я открываю дверь, но ты должен пройти через это. Я сажаю семя, но ты должен поливать его своим послушанием. Вот почему сегодня, а не завтра, момент решения. Итак, давайте поднимем вопрос перед вами к сердцу. Что вам нужно изменить в своей жизни, чтобы получить благословение? Должны ли вы отказаться от оправданий, которые вас сковывают? Должны ли вы простить предательство, которое держит вас в озлобленности? Должны ли вы перестать ждать идеального момента и начать с того малого, что у вас есть, как вдова с ее маслом? Должны ли вы открыть свой сердце, снова поверить, даже если вы уже были разочарованы? Это не мелочи, это фундамент трансформации. Не относитесь легкомысленно к тому, что я вам говорю. Любое колебание питает враг, но каждый акт послушания лишает его пищи. Каждое оправдание усугубляет бедность, но каждый шаг веры приближает вас к изобилию. Каждый раз, когда вы медлите, вы теряете почву под ногами, но каждый раз, когда вы двигаетесь, вы обретаете вечную почву. Дело не только в деньгах, хотя я обещаю вам процветание. Дело в судьбе. Дело в том, будете ли вы жить рабом велосипедов или Дите Завет. И вот что я шепчу твоему духу: сегодня единственный реальный шанс для трансформации, а завтра – иллюзия. Вчера прошло. Сейчас свято. Этот момент, этот шестой зов, божественен и вечен.
Если вы проигнорируете его, тяжесть станет тяжелее, тишина громче, циклы темнее. Но если вы откликнетесь и если вы подчинитесь, то сегодняшний день запомнится как день, когда все изменилось. День, когда ваше сердце был разбужен, в тот день, когда ваш раздвинул горы, день твои судьбы повернулись к изобилию. Итак, я оставляю вас с этим вызовом. Продолжите ли вы повторять свои оправдания или сдадитесь и примете благословение? Будете ли вы жить так, словно завтрашний день уже обещан, или воспользуетесь чудом сегодняшнего дня? Позволите ли выврак наступать, или же ты будешь в завете с Богом твоим? Выбор за тобой. Я протянул руку мою. Я сказал мою точка обещать и раскрыл секрет. Осталось только принять решение. Оставайся до конца, ибо скоро я буду говорить молитва, которая запечатает этот момент и откроет дверь вы ждали. Но сначала позвольте вашему сердцу поразмыслите над этим вопросом. Что вам нужно изменить сегодня, чтобы вступить в жизнь, которую я уже написал для вас? Услышь меня, возлюбленный, я не требую от тебя совершенства. Я никогда не требовал, чтобы ты был безупречным, без слабостей, без ошибок. Если бы я требовал совершенства, никто бы не устоял. То, что я ищу от тебя, гораздо больше совершенства – это доверие. Веришь ли ты, что я, твой Бог, могу? Веришь ли ты, что я готов? Веришь ли ты, что мои обещать больше, чем твоя неудача, больше, чем твой стыд, больше, чем твой страх? Это ключ, который открывает дверь, не ваше совершенство, а ваша сдача. Я уже приготовил для тебя то, чего твои глаза еще не видят. Я приготовил мир, который заглушит мучения в твоем разуме. Я приготовил исцеление ран твоего тела и шрамов твоей души. Я приготовил восстановление разрушенных отношений, которые оставили тебя точка сердца безмолвно истекая кровью. Я подготовил победы в битвах, которые вы считали давно проигранными. Но ни одна из них не достанется вам, если вы останетесь в косности, скованы сомнениями, обручены с оправданиями. Мои благословения течь не в руки замерзших, а в жизнь тех, кто движет савера. Разве вы не знаете, что река изобилия никогда не течет вспять? Она течет вперед, неся тех, кто доверяет ей, и поднимая тех, кто осмеливается шагнуть в нее. Преобразование начинается не тогда, когда меняется все вокруг, оно начинается внутри вас. Оно начинается в тот момент, когда вы сердце шепчет «Да, Господь». «Я сдаюсь». В этот момент цикл прерывается. В этот момент урожай начинается. Именно тогда невидимое переходит в видимое, когда чудо-то, чего вы так долго ждали, внезапно воплощается в вашей жизни. Тот, кто осмелится сказать дрожащими губами или с дерзкой убежденностью «Бог преображает мою жизнь сейчас», увидит невозможное. Я не жду, пока ты станешь совершенным, прежде чем благословить тебя. Я благословляю тебя, потому что ты мой, потому что я избрал тебя, потому что мой завет нерушим. Даже сейчас я шепчу твоему духу, я избрал тебя своим сосудом и приготовил наследование для тебя, это то, что ни один враг не сможет украсть. Но ты должен выйти из застоя, стряхнуть с себя все оправдания и осмелиться заявить о своих правах. Чувствуете? Как только эти слова проникают в ваш дух, в невидимом ощущается движение, сдвиг, дрожь. Цепи, которые вы считали нерушимыми, начинают трещать. Стены, окружавшие вашу судьбу, дрожат до самого основания. Ковраг, который насмехался над тобой, шептал, что ты никогда не поднимешься, уже дрожит при звуке твоей капитуляции. Ты, может быть, и еще не видишь этого своими глазами, но твой верораз блокирует дверь, что было запечатано поколениями. Это момент, когда ваше ничто становится вашим изобилием, когда ваша пустота становится вашим урожай, где ваши слезы превращаются в потоки радости.
Я отпускаю над тобой сейчас мою благословение мира. Ваши ночи больше не будут наполнены мучениями, ваш разум больше не будет прокручивать каждую неудачу, словно навязчивое эхо. Я заглушаю голоса стыда, страха, сожалений. Я вливаю в вас святое спокойствие, божественную уверенность в том, что вы не брошены, что вы не забыты, что вы не за пределами трансформации. Вдохни его сейчас, дитя, мир, превосходящий всякое понимание. Это мой дар тебе, ибо я князь мира, и мой завет вечно. Я отпускаю над тобой сейчас мою благословение и исцеление. Каждая рана в вашем теле, каждая болезнь, которая пыталась связать вас, каждое сообщение, которое вселило страх в ваше сердце к сердцу, я провозглашаю жизнь и силу. Твое тело – мой храм, и я провозглашаю его восстановленным. Я исцеляю не только твою плоть, но и твой дух. Скрытая боль, невысказанные травмы, глубокие раны, которых никто не видел, я исцеляю их. Шрамы предательства, пустота покинутости, горечь отвержения, они больше не будут определять тебя. Ибо я творю все новое и восстанавливаю тебя, как сосу чудо и свидетельские показания. Я отпускаю над тобой сейчас мол благословения и восстановления. Те отношения, которые, как вы думали, никогда не восстановятся, тот мост, который, как вы думали, сгорел навсегда, я дышу примирением. Я возвращаю домой блудных сыновей, исцеляю браки, разрушенные годами молчания, восстанавливаю дружбу, разрушенную недопониманием. Я – Бог восстановления, и нет ничего слишком сломанного, чтобы я не смог это исправить. Ваше сердце, возможно, вы прошептали «слишком поздно», но я говорю, со мной никогда не бывает слишком поздно. Обещать, чтобы восстановить годы, поеденные саранчой, вернуть украденное и отстроить разрушенное. Я отпускаю над тобой сейчас мою благословение победы. Каждая битва, которая истощила тебя, каждая схватка, которая тебя измотала, каждая война, которая казалась невозможной, я провозглашаю твой триумф. Не потому, что ты силен, а потому, что я твоя сила. Не потому, что ты совершенен, а потому, что я совершенен в тебе. Враг не имеет никаких претензий на то, что я заявил. Ваша судьба – это победа, ваше наследие – триумф, ваш завет нерушимо. Иди в ней, утверждай ее, верь в нее. Ибо я иду перед тобой, как огонь поедающий, и сражаюсь за тебя даже сейчас. Но, дитя, не упускай из виду эту истину. Эти благословения не достаются тем, кто застоялся. Они не сходят лишь на тех, кто сдается, на тех, кто действует, на тех, кто осмеливается верить за пределы того, что видит. Ты должен открыть свое сердце полностью, без остатка, без промедления. Вы должны провозгласить устами и душой: «Бог преображает мою жизнь сейчас». Произнесите это с трепетом или с огнем, но произнесите. Это действие, которое разрывает цепи, это молитва, которая открывает дверь, это сдача, которая освобождает урожай. Вы понимаете всю тяжесть этого момента. Враг, он так упорно боролся, чтобы заставить вас молчать, потому что знает, одно заявление, один акт капитуляции может перечеркнуть годы его труда. Он нашептывал оправдание, откладывал ваше послушание, затуманивал ваше зрение. Но теперь вы видите ясно. Теперь вы понимаете. Речь не о том, чтобы ждать совершенства, речь о том, чтобы капитулировать в несовершенстве. Речь не о том, чтобы ждать завтрашнего дня, речь о том, чтобы воспользоваться сегодняшним. Речь не о том, чтобы надеяться на волшебство, речь о том, чтобы войти в веру. Поэтому я говорю вам прямо: вы благословенны. Вы избраны. Вы отмечены для избыток. Вам суждено богатство — это не просто серебро и золото, но душевный покой, бьющая через край радость, восстановленное здоровье, исцеленные отношения и одержанные победы. Вы — наследник Вечного Завета, дитя обещания,
сосуд божественного чуда, подними голову. Не склоняйся больше перед стыдом. Иди в наследование, я подготовился еще до твоего рождения. Теперь я прошу вас сделать нечто большее, чем просто выслушать. Я прошу вас ответить. Напишите, заявите, сделайте это публичным, чтобы враг слышит и трепещет. Прокомментируйте эти слова ниже. Бог преображает мою жизнь сейчас. Не медлите, не сомневайтесь, не ищите оправданий. Пусть это будет вашим поступком вера, ваше пророческое заявление, ваша видимая преданность. Написав эти слова, вы возвещаете не только мне, но и себе, враг, миру, что вы выбираете трансформацию, вы выбираете изобилие, вы выбираете судьбу. Это твой момент. Это твой 6-й звонок. Это день благословения. Вы ответите. Вы провозгласите. Вы поверите. Ибо я готов излить в вашу жизнь больше, чем вы можете вместить, спрессовать, встряхнуть, перелить в урожай готов, то дверь открыт, то ключ, все в твоих руках. Скажи это сейчас, дитя. Бог преображает мою жизнь сейчас. И смотри, как невозможное открывается перед твоими глазами. Возлюбленные, войдем в место молитва, священная земля, где ваше сердце говорит «И я, твой Бог», ответьте. Это не ритуал, не повторение пустых слов. Это момент завета, запечатывание того, что было сказано вам. Ибо выбор в ваших руках – сказать «да» или «нет». Не обманывайтесь, нерешительность – это уже ответ. Колебаться – значит позволять врагу оставаться активным, позволяет цепям прошлого продолжать связывать вас. Но если вы откроете свое сердце, если ты осмелишься прошептать «Да, Господи», тогда я войду со своим светом, своим миром и своей любовью, и ничто в твоей жизни не останется прежним. Все небо ждет твоего решения. Помните вдову, о которой мы говорили ранее в 3-й части, которая вылила свой последний кувшин масла. Она не медлила. Она не сказала «завтра». Она сказала «да» в тот момент, и ее послушание подготовило ее к наградоумножению. Подготовка столкнулась с возможностью, и ее послушание открыло ей чудо, и вот вы стоите на том же месте подготовки. Сосуды вашей жизни могут казаться пустыми, но я уже приготовил масло, то урожай, изобилие. Будете ли вы наливать? Будете ли вы доверять? Выберете ли вы дверь трансформации или останетесь прикованными к колебаниям? Подумай, дитя мое, сколько раз ты говорила «я изменюсь позже». Я помолюсь завтра. Я повинуюсь, когда придет время. Однако время так и не казалось подходящим, и годы ускользали. Но теперь, по своему милосердию, я снова протягиваю свою руку. Не для того, чтобы осудить тебя, но чтобы поднять. Не для того, чтобы пристыдить тебя, но чтобы исцелить тебя. Не для того, чтобы украсть у тебя, но чтобы излить наследование в ваш дух столь тяжелое от богатства, с благословения, с божественным избыток, чтобы ты знала, без тени сомнения, что я всегда была за тебя и никогда против тебя. Вы спрашиваете себя, но почему я? Почему именно сейчас? Почему Творец небес и земли должен беспокоиться о моей сломленности, о моем пустом счете, о моей слабости веры? Потому что ты мой. Потому что я избрал тебя прежде создания мира. Потому что мой завет не с совершенными, но с желающими. Ибо, когда я вижу вас, я не вижу неудачи, но я вижу урожай, принадлежащий семя. Я посадил тебя, когда создал тебя в чреве матери твоей. Семя несет обещать есть чудо и богатство, а судьба величия и ключ которой откроет благословение для будущих поколений. Не говори, что ты опоздал. Не говори, что ты слишком слаб. Не говори, что ты слишком сломлен.
Для моего сила совершается в немощи Твоей. Мое благословение светит ярче всего в самую темную ночь. Моя дверь открыта настежь, но нужно шагнуть. А шагнуть требует одного – сдаться. Да, сдавайся. Отложи оружие гордыни. Отложи оправдания. Отложи все эти «а что, если?». Ты не сможешь принести их в страну избыток, я подготовился. Ты не можешь втащить цепи вчерашнего дня в наследование завтрашнего дня. Ты должен позволить им пасть. Вот священный обмен, который я предлагаю тебе. Твой пепел за мою красоту, твои раны за мое исцеление, твоя нищета за мое богатство, твоя пустота для моего чуда. Я знаю, ты чувствуешь это. Дрожь в твоем теле, тка сердце, неоспоримое притяжение моего дух шепчет «сейчас». Не завтра. Сейчас. Это не говорит страх. Это не манипуляция. Это зов любви. Это твой судьбословно гром в твоей груди. Что ты сделаешь со своим последним шансом? Если ты выберешь меня сейчас, и если ты сдашься, я выпущу на тебя реку благословения, которая никогда не иссякнет. Вы увидите открытые двери, где когда-то были только стены. Ты будешь держать в руках ключик к возможностям, о которых другие только мечтают. Вы войдете в избыток не только в деньгах, но и в мир, в здоровье, в отношениях, в жизни, наполненной божественным предназначением. И позвольте мне говорить прямо, это обещать не только для небес, но и для земли. Я пришел не просто спасти вашу душу, но и преобразить вашу жизнь. Восстановить ваши финансы. Исцелить ваше тело. Обновить ваш разум. Излить сверхъестественный урожай настолько богат, что окружающие будут знать, что только Боги бы мог это сделать. Дитя мое, когда я благословляю сполна. Когда я изливаю до краев. Но чаша не может переполниться, если она остается закрытой. Открой свое сердце. Откройте свой вера. Откройте свои руки в сдаче. Не сопротивляйся мне. Не ожесточайся. Ибо то же самое Дух, воскресивший Христа из мертвых, движется в этот момент, чтобы поднять вас из отчаяния в судьба. Вы взывали к знаку, и это слово ваш знак. Вы просили подтверждения, и я даю его сейчас. Это ваш момент трансформации, дверью открыта, как ключ в твоих руках, завет запечатана моей кровью, наследование ждет. Но решение за тобой. И я снова спрашиваю тебя, мое возлюбленное дитя, что ты сделаешь со своим последним шансом? Закроешь ли ты это сообщение и вернешься ли в привычный круг нужды, сожалений и страха? Или же ты склонишь свое сердце, шепни свои молитвы, и шагнуть в реку вечного благословения, что я предложил вам? Выбери меня и смотри, как я верну украденное. Выбери меня и смотри, чудес развернется в вашем доме, на вашем банковском счете, в вашем теле, в вашем разуме. Выберите меня и войдите в судьбу настолько сияющей, настолько обильной, настолько могущественной, что он заставит замолчать любую ложь врага, который когда-либо говорил вам, что вы никчемны. Не медлите. Не откладывайте. Не говорите «потом». Позже не принадлежит вам. Сегодня принадлежит вам. Это момент принадлежит тебе. Это обещать принадлежит тебе. Возвысь свой голос сейчас, даже тихо, даже дрожа. Господи, я сдаюсь. Я принимаю Твое благословение. Я отпускаю свое прошлое. Я принимаю Твой завет. Я прохожу через Твою дверь. Я держу ключ из вера, я заявляю свое правонаследование, я верю в чудо трансформации. Я выбираю Тебя. И когда ты говоришь, знай, что небеса записывают твои слова. Ангелы движутся.
Цепи рвутся, двери открываются. Пишется новая глава. Мой любимый, это твои обещать, ты не забыт. Ты не заброшен. Ты избран. Ты благословен. Ты сосудизбыток, носитель божественного богатства, наследник вечного наследования. Ходите в этом. Живите в этом. Примите это. Теперь я прошу вас закрепить это по-своему. Оставьте комментарий ниже со словами «Я выбираю Божье благословение». Напишите это не как пустые письма, а как публичное заявление о том, что вы сердцездается, вошверожив, и ваш судьба это простое действие закрепит вас в безопасности завет, и каждый раз, когда вы увидите свои собственные слова, вы будете вспоминать «Я выбрал жизнь». «Я выбрал цель». «Я выбрал изобилие». «Я выбрал вечность. Обещать из Бог». Что ты сделаешь со своим последним шансом? Этот вопрос все еще гремит в твоей душе. Но я знаю, что ты сделаешь. Ты поднимешься. Ты поверишь. Ты сдашься. И ты уже никогда не будешь прежним. Давайте помолимся вместе. Отец Небесный, я предстаю перед Тобой несовершенным, но покорным. Твое слово гласит в Псалме 33, 19: «Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет». Господи, признаюсь, я был сломлен нищетой, страданиями, циклами поражений. И все же я верю, что Ты близок мне прямо сейчас. Войдя в мое сердце, разорви цепи моего прошлого и сделай меня снова целым. Я открываю дверь моей жизни, и я приглашаю Тебя войти с Твоим светом, с Твоим миром, с Твоей любовью. Дитя, когда ты молишься этими словами, знай, что небеса не глухи к Тебе. Ангелы склоняются, дух движется, и твой судьба начинает выравниваться. Ибо не сказал ли я в Откровении 3 часа 20 минут: «Се, стою у двери и стучите». Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду и буду есть с ним, и он со мною. Я стучал 6 раз, теперь вы держите ключ. Ваша свободная воля – это врата. Вы откроете их или оставите, дверь закрыть? Господи, я принимаю Твои обетования. В Иеремии 29, 11 сказано: «Ибо только я знаю намерения, которые имею о Тебе, говорит Господь, намерения во благо Тебе, а не во зло, намерение дать Тебе надежду и будущность». Я исповедую сегодня, что верю в это обещать мое. Я отвергаю ложь враг, которые говорят, что я слишком опоздал, слишком сломлен, слишком недостоин. Я заявляю, верать, что Твой план для меня благ, что мое будущее изобильно, что мое наследование в Тебе надежен. Чувствуешь ли ты тяжесть этой молитвы, дитя? Каждое слово, произнесенное в вера, это семя. Каждое заявление о доверии – это шаг в ваш урожай. Битва ведется не с плотью и кровью, а с нерешительностью, застоем и страхом. Но когда вы провозглашаете слово, меч Духа рассекает эти цепи. Господи, я отказываюсь от своих оправданий. Я не скажу завтра. Я не скажу однажды. Сегодня я говорю «да». Сегодня я изливаю свое масло. Сегодня я верю, что для чуда я приобщаю свой дух к Твоему завету. Я принимаю благословение мира, исцеления, восстановления и победы. Преобрази меня, о Боже, в тот сосуд, которым Ты всегда хотел меня видеть. И так оно и есть, возлюбленные, выбор за вами. Если вы откроете свой сердце, мой свет льется потоком. Если ты его закроешь, тьма останется. Если ты скажешь «да», урожай начинается. Если вы скажете «нет», циклы продолжатся. Свобода воли – это ключ, который открывает или закрывает ваше будущее.
Не позволяйте нерешительности украсть ваше будущее. Судьба. Ибо все небеса ждут, наблюдают и склоняются, чтобы стать свидетелями твоего ответа. Это священный момент преображения. Выбирай мудро. Выбирай смело. Выбирай меня. Возлюбленные, мы прошли вместе через глубины вашей скорби, через циклы нищеты, через голос нерешительности, и теперь мы стоим на краю трансформации. Это кульминация, место, где решения звучат громче слов. Услышьте меня ясно, это не угроза, а священное приглашение. Уникальный шанс испытать исполнение ваших желаний. Сердце так долго желал ты, покой, которого жаждал твой дух, цель, ради которой ты был создан. Завтра может быть слишком поздно, но сегодня может все изменить. Вопрос теперь громом раздается в твоем духе. Что вы сделаете со своим последним шансом? Не бойтесь признавать свои ошибки. Не стыдитесь признавать упущенные возможности, проигнорированные предупреждения, ночи, когда вы медлили вместо того, чтобы повиноваться. Ибо Слово Мое говорит в 1 Иоанна 1:9: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». В этом и заключается красота смирения. Вам не нужно нести свои неудачи в будущее. Отложите их сейчас. Просите прощения, и Я, ваш Бог, снимет тяжесть с твоих плеч. Оковы сожалений спадут, и ты пойдешь легче, свободнее, готовый пройти через двери вашего новогосудьба. Дитя, услышь мое заверение, мой завет не сломан твоими неудачами. Мой обещать не стирается твоими ошибками. Мой благословение не отозван из-за твоего прошлого. Важен твой выбор сейчас. Скажешь ли ты «да»? Сдашься ли ты? Позволишь ли ты мне наполнить твою жизнь избыток, мир, исцеление и победы, которые я уже приготовил для тебя? Не позволяй враг шепот лжи в ваше сердце. Он скажет, что ты опоздал. Он скажет, что ты недостоин. Он скажет, что ничего не изменится. Но я говорю обратное. Я говорю, что сегодня святая земля, сегодня ключ, сегодня жатва вашего полечуда. Поэтому я призываю вас сейчас не просто слушать, но и действовать. Произнесите вслух устами, прямо сейчас: «Господи, я сдаюсь. Прости меня за каждый упущенный шанс, за каждое отложенное послушание, за каждое оправдание. Я принимаю Твою любовь, Твой свет и Твою любовь. Трансформация. Измени меня сегодня». Пусть эти слова не будут просто звуком, а станут огнем, который запечатает твою судьбу, ибо каждая молитва, произнесенная с верой, возносится к моему престолу, и каждая пролитая слеза собирается как семя, которое расцветет в урожай радости. И теперь, возлюбленные, прошу вас еще раз, откликнитесь. Не оставьте этот святой момент безмольным. Напишите свое заявление в комментариях ниже, как свидетельство и пророческий акт. Скажите смело: «Бог сейчас преображает мою жизнь. Это больше, чем слова, это ваш ключ». Это знак вашей капитуляции, доказательство вашего послушания, заявление, которое ужасает враги, прославляет твой Бог. Немедля. Не сомневайся. Займи позицию сейчас, и пусть все небо и земля будут свидетелями твоего выбора. Наконец, я призываю вас оставаться на связи, ведь это не конец вашего пути, а его начало. Сегодня вы вступили в завет благословения. В следующем сообщении я покажу вам, как поддерживать его, как охранять свой урожай, как ежедневно пребывать в потоке изобилия, не впадая в круговорот несчастья. Не пропустите это, ибо откровение будет основано на том, что было здесь заложено. Поэтому я оставляю вас с этим последним вопросом, который будет звучать еще долго после того, как этот момент закончится. Что вы сделаете со своим последним шансом? Вы позволите этому ускользнуть в завтрашний день или воспользуетесь им сегодня? Дверь открыт,
то ключи в твоей руке, и твой судьба ждет. Выбирай жизнь, выбирай мир, выбирай изобилие. Выбирай меня.